Всем привет! Сегодня я попытаюсь уместить две темы, сразу две: разбор одного фильма и состояние, в котором я была и в котором ощутила, что ощущают люди другого склада. Не торопитесь думать, что это фантазия, потому что это физиология мозга в том числе, то есть это сосуды. И такое, в принципе, может произойти. Как бывают околоинсультные состояния, нехватка кислорода какой-то зоне. Так что дослушайте до конца, чтобы услышать про этот опыт. А сейчас фильм «Рамзес XIII». История, она начинает быть все интереснее. Вы помните, как нам в школе попытались дать максимум истории? То есть, в принципе, нельзя винить за то, что там укрывали или не давали внимания этой теме. Попытались, но получилось как-то неудобоваримо. Вот эти даты, их надо было зубрить просто. Вот сражение, вот кто-то взошел на престол, вот такое-то соглашение, вот это бесконечно по колесу белки, сражение, престол, соглашение, наследники и так далее. Учитывал ли тот, кто это делал, или просто не знал, что есть такая вещь, как восприятие, и надо заинтересовать, и заинтересовать надо прикольными вещами. Шепоток, не произноси слово «прикольное». Хорошо, не буду. Та история, которая была там, она по каким-то причинам нам важна. Она важна нам. Почему Новый Завет акцентирует внимание на городах, которых уже нет, на Вавилоне, например, но не только, на деньгах, которые уже не в обороте, таланты, динарии, мера пшеницы. Внимание привлекают к определенным эпохам. Почему? Почему? В поисках темы Вавилона на самом деле я чего-нибудь искала и нашла этот фильм. И сказала: о, а не тот ли этот фильм, который я смотрела когда-то в детстве? Сперва не понимала, а потом, да, это тот фильм. И забавно, какие вещи зацепились в памяти. Там, где голосование черными белыми камнями. Вот это запомнилось. Потом в гробницах сцена, там, где жрец. Я еще подумала, сейчас он рукой затушит огонь. И да, он рукой затушил огонь. Мне в детстве это казалось очень страшно и больно. Как это, по огню рукой. Такое запомнилось. Ну и, конечно же, затмение солнца. Всю остальную суть я не помнила. Из детства вынесла основной сюжет фильма, что жрецы всем руководят. Хороший фараон не может пробиться, плохие жрецы устраивают затмение, и глупые люди на это ведутся. В принципе, такой первый смысловой ряд и есть. Я почему-то не запомнила романтическую линию вообще. Может, я не смотрела этот участок фильма. По-любому за первым смысловым рядом, который такой очевидный, есть какой-то еще подтекст. В таком фильме он 1965 года. Такой старый, с попыткой быть документальным. Я смотрела очень внимательно, потому что режиссер постарался вложить максимум документального в этот художественный. Это было очень интересно. За первым смысловым рядом здесь должен быть какой-то подвох, которого я не вижу, кроме того подвоха, что Рамзеса XIII в природе не существовало, как и XII. Я искала. Это была 19-я и 20-я династии фараонов. Как раз конец пика климатического кризиса. Фильм это показывает. Там пески. Жрецы упоминают, что 400 лет назад это была цветущая земля. Да, в Египте когда-то была саванна. И там водились животные, которых сейчас нету. Слоны, львы. И я начала, конечно, стало интересно про этого фараона повнимательнее. И вдруг обнаружила, что не было никакого Рамзеса XIII. Я подумала, может быть, ошибка, может быть, третий. Но нет, там же жрец по имени Херхор
А в конце 20-й династии был фараон по имени Хархор. Еще поищу на этот счет. Похоже на то, что режиссер создал все-таки художественный фильм про двух фараонов, которых не было. Там же и старый 12-й Рамзес, который отец, и молодой, у которого не было. Я продолжу искать, но что-то вот интересно. Поправьте меня, может, вы что-то знаете на эту тему. В таком фильме наверняка есть подвох, какой-нибудь еще смысловой ряд за забором очевидного. Кроме борьбы жрецов с молодым фараоном, кроме климата и нехватки ресурсов на почве нехватки воды. Я понимаю, почему мне этот фильм в детстве выглядел страшным. Там вот этот дед сперва бежит, у которого закапывают этот канал. Ну и, в общем, много таких моментов, вызывающих на тот момент у меня. Хотя, повторяю, я помню вот этих жуков, которые дрались, а дальше остальную часть я не помню до указанных моментов. Ну, такая вот она, память детская. Тут должен быть подвох, которого пока что я не вижу. Если вы его видите, укажите. Моменты, которые запомнились, которые, может быть, где-то встретятся. Некоторые финикийцы, там упоминаются хетты, ты добропорядочный египтянин, хоть и лицо у тебя хетское. Хетты — любопытная цивилизация, очень усердная, очень прогрессивная для своего времени. Она не должна была бы, так сказать, кануть в лету. Ливийские войска, финикийцы, упоминается, что ассирийцы жестокие. Итак, по числам. Разговор жреца с фараоном. Смотри, фараон, финикийцы, один финикиец арендует 2 меры земли, может быть, это 2 гектара, 32 человека, и там стоят эти крестьяне тощие вместе с детьми, на 3 года за 1 талант. А теперь посмотри на мою руку, и жрец показывает кусочек золота в руке. То есть талант — это, видимо, что-то похожее на унцию. 32 человека, 2 меры земли на 3 года. Тройки, двойки и 1 талант. Может быть, это где-то еще встретится. Сам набор чисел может оказаться, или мне что-то показалось. Там суть вообще в том, что идет противостояние с жестокими ассирийцами. Они такие вещи делали, что даже пересказывать кратко не буду. С ними хочет вести войну фараон, но против Финикии. Короче, кто станет союзником фактическим, кто будет врагом. Подразумевается, может быть так, что в условиях их климата в любом случае война будет, вопрос с кем. Еще момент, который запомнился. Жрец из храма Сета, который хотел найти вот эти вот сокровища с золотом и потратить их на войну, который объединился с фараоном. Его находят. Как его находят? Он бродит по этим лабиринтам, заблудился. И дальше слышит шаги. Мои ясновидцы сказали, что сюда кто-то проник. И его находят, разумеется. Дальше он говорит другому жрецу следующие слова. Там ведь не дело в каких-то ясновидцах, ты всех дуришь, ты всех обманываешь. Ты нашел просто в храме Птаха такие же таблички с планом этих подземелий, какие я нашел в храме Сета. Не знаю, случайно или нет, здесь проводится параллель Птах и Сет. Но может быть это просто для фильма. Еще сюжетная линия. Мне когда-то казалось, что это начиналось только где-то вот во Франции, там с королями. Нет, не во Франции. На фараона влияют с помощью девушек. И вот одна линия влияния. Еврейка Сара, и которая родила наследника. Другая линия влияния — жрица.
жрица. И интересный момент, мне было любопытно, жрицы были в каком статусе, они были, ну, как складывалась их личная жизнь. К жрице приходит двойник фараона, который как две капли похож, и подчеркивается, что он грек. Ну, если пластических операций не делали, он грек, и он как две капли похож. Видимо, связанные ДНК. Подходит и говорит к ней: ты вот влюбилась в него, ты была со мной, вы жрицы для нас, жрецов. Такая вот тема. В конце это все выворачивает в сюжет за двумя зайцами, чтобы попустить, так сказать, сбить спесь с наглого молодого фараона. В контрольный момент к нему подходит посланник и говорит, что еврейской жены у него больше нет, как и сына, что их убили. Неизвестно, существовал ли фараон, но если он существовал, то, может быть, не убили, а там как-то еще их использовали, конечно же, но, может, и убили. А жрица убежала с вот этим жрецом. Вопрос, зачем, если он ей выписал вольную, то есть она уже не зависела от этих храмов, с ней ничего не могли сделать. И он собирался на ней даже жениться. Вот скажите, где здесь здравый смысл? Могло ли такое произойти? Маловероятно. То есть какой-то странный подвыворот этого сюжета. Или солгал тот посланник, или не было такого фараона, или что-то вот елки не туда. Но не бывает так. И какая бы ни была политика, с какой стати ему отказываться от наследника, который уже есть. Вот, в принципе, вычеркнуть бывшую сына, ну как? Это были чувства, ну, на это, наверное, его какое-то время и труд ушло. Да, но ради жрицы он выгнал первую жену вместе с ребенком, он их выгнал. А в конце там была концовка, которую я тогда в детстве не поняла. Сейчас, может быть, это и был акцент всего фильма. Перед тем, как выступать перед подданными, все собрались, все торжественно. Он ритуально заходит в храм. В этом храме непонятно, кто с кем говорит. Якобы это он признается в любви этой жрицы. Я бы хотел иметь столько рук, столько губ там и так далее, чтобы любить тебя. Дальше он встречает своего двойника, и кто-то кого-то убивает. Фараон душит двойника, и предлагается думать, что двойника нету. Но в конце рука в крови, а нож был именно у двойника, и рука в крови. И в конце такой черный дверной проем, и пауза, и все, и на этом заканчивается. То есть подразумевается, что неизвестно, кто выйдет из этих ворот. Может быть, это и был подвох, ну, интересный вложенный сюжет фильма о том, что неугодных правителей подменяют двойниками. Такими были моменты, которые мне запомнились в этом фильме. Конечно же, обилие жары, вот они все такие голые, тощие, худые. Из дизайна жара, нищета, нехватка воды, очевидная нехватка воды, при том, что египтяне вообще, они самые, может быть, на протяжении всей истории древней и новой, они самые лукисты. Даже они придумали подводить стрелку и много других моментов. Как-то раз рабочие на пирамидах устроили забастовку из-за того, что им, среди прочих требований, им не привозили косметику для тела, в их случае масла. Фильм пытается быть историческим, но при этом говорит, что пирамиды строили рабы. Сейчас это мнение очень остро оспаривается. Фильм при всей этой нищете и кажущемся голоде, он весь в золоте. Голые, полуголые люди, включая саму знать, по ним видно, что они от жары устали, и они при этом вот в этом золоте. Жрецы при всем конфликте показаны такими очень достойными и вдумчивыми.
Во-первых, они не носят роскошь на себе, они с ног до головы все-таки одеты в белую одежду, то есть у них есть такой дресс-код в поведении. И их аргументы действительно выглядят достойными. Жрецы не показаны какими-то аморальными. Из фильма создается впечатление, что они заботятся о нуждах населения в той мере, в которой могут. Но в политических целях запросто используют жриц для влияния на какие-то мнения фараона. И смутила одна фраза, когда вот как раз идет договоренность об этом. Так жрицы же не могут быть вот с фараонами. Ну, если она ошибется, так ее же можно и убить. Знаете, раньше история мне и близко не была такой интересной, как сейчас, даже приблизительно. Потому что вот там 1000 лет назад что-то произошло такое, что влияет на наше настоящее. Например, слово «баба». Откуда, как вы думаете, происходит это слово? Мы его сейчас воспринимаем как ругательство уже почти, да? По отношению к женщине нельзя говорить «баба». Знаете, откуда оно? Это связано с Вавилоном. Название Вавилона тогда там звучало как Баба-Лим, врата Бога. То есть баба – это врата. То есть можно лишь пожать плечами и задаваться вопросом, сколько чисто вот в тексте, в выражениях произошло у нас оттуда. И мы до сих пор используем выражение «кануть в лету» или «взять свой куш», которые египетские. Динарии мы уже не произносим, но внести свою лепту – это тоже денежная единица. Закопать талант, не закопай свой талант. Вот 3 уже денежных единицы, которые упомянуты в религиозных книгах, и 2 из них просто активно используются в речи, хотя давно как не применяются, вот в руках мы не держим такие деньги. Вавилон продолжает оставаться большой загадкой, почему на него сакцентировали. Он оказывается младше династического Египта минимум на 1000 лет. То есть это был аккадский город, и как раз после первого климатического кризиса, это я его лично так назвала первым, около 2000 лет до нашей эры, точнее более 2000 лет, там протяженное время, прибывают народы с моря, и они атакуют, и за 100 лет, то есть это 20 или 19 веков до нашей эры, они захватывают эту территорию. У города меняется название, и так называется история того места, которое сегодня мы называем Вавилон. Мне, конечно, уже заранее любопытно, какими будут ответы, потому что разгадка этих пазлов может оказаться любой. На что на самом деле обращали внимание, что на самом деле требовалось. Тут все может очень удивить. Но самое любопытное – это почему это никому не любопытно. Как само собой мы используем эти выражения. Да, теперь всем, кто дослушал до конца, как у меня случился, можно сказать, сон наяву или сон в состоянии полусна. Сперва был один сон, где я стояла посреди улицы, и скоро должен был начаться рассвет. То есть такое очень темное время, но на грани рассвета. И ощущение было очень другое, такое классное. Потом вечером я ощутила мир очень сильно по-другому. Как будто он был такой потрясающий, я не знаю, как это передать, но как будто в каждом его сантиметре что-то было угрожающим. То есть вся материя, все, что вокруг, чем-то настораживало. Выраженное такое чувство. Затем я легла спать, а утром я ощутила, что чувствуют, быть может, так себя ощущают психопаты, может быть, нет. Это было сильно другое чувство, и потом дальше уже додумывая, уже просыпаясь, как
примеры, как бусины на нитку, начали приходить в голову разные примеры. Это, можно сказать, тема устройства власти, почему одни преследуются и даже садятся за решетку, почему другие остаются при власти, что они сами не понимают, что вот ресурсным людям надо напротив дать выходы в море, так сказать. Им надо дать возможность действовать, а не тушить их инициативы. Это вот тема несчастной любви, она в прошлой эпохе, еще недавно она была намного более болезненной, чем сегодня. Я почувствовала, допустим, я парень, допустим, если какая-то девушка, допустим, в меня влюбилась, она абсолютно такая, по моим соотношениям, добрая, просто добрая, то я ощущаю как бы презрение, раздражение, как омерзение даже. В ней что-то очень мерзкое и неправильное. Но при этом, если она будет уходить, мне это очень не нравится. Если она будет проявлять любовь к себе, даже просто скажет это вслух, я почувствовала острое раздражение. И получается схема, где, удачное, в общем-то, сравнение собака на сене, где тебе не надо, и такое существо тебя раздражает. Вот реально презрение даже. Оно неправильное. И в то же время выпустить это существо в свое счастье, в его или ее личное счастье ты не можешь. Так ощущает себя завистник по отношению к ресурсному человеку. Эта тема не в рамках только лишь одних каких-то отношений и не в рамках только лишь соотношений власть и подчиненные, где, возможно, сильные завидуют в чем-то. Вы знаете, что бизнес как таковой, аккуратно тушится, вы это знаете. Эта схема возникнет где угодно, где люди просто общаются. И там получается эмоционально безвыходная ситуация. Такой человек, он сам мучается, ему плохо так. Но там нету ответа. Вот пытаться поговорить, знаете, как будь добрым к людям, открытым. И будет так же. Я не нашла там вообще схему, где возможно, чтобы эмоции пришли в статичное состояние и успокоились. Там в любом случае дискомфорт и плохо. Там любой вариант получается неприемлем. Отпустить невозможно того, кому завидуешь. Он весь действительно ощущается как позор, как глупость, как что-то достойное именно презрения. Отпустить не можешь, оставлять не хочешь, и вот такое вот получается состояние. Скажем вслух, люди такого типа, как я сейчас описала, если бы мир наполняли только они, мне любопытно было бы вообще на такой мир взглянуть, он должен был бы быть очень злым и мучительным. Им ведь тоже нужны вот эти правила, все то, что создано именно ресурсной частью населения. К ресурсным я отношу тех, кто умеет любить и иногда не быть эгоистом. Но эгоизм этой категории очень раздражает вот тех, кого я сейчас описываю. Видимо, мне какой-то сосуд передавило, и какая-то часть мозга просто не получала, может, кислород или чего-нибудь. И я себя так почувствовала. У меня бывали моменты вот такого плана, как я забывала слова, например. Это длится минут 15, состояние такое не очень, подташнивает, плоховато. Один раз я перележала, другой раз вполне могла гулять, и оно само так восстановилось. В общем, вывод, к которому меня это подвело, интересный вывод. Я ведь всю жизнь пыталась действительно поговорить. А там, как я это почувствовала, там нету ответа.
там такие эмоции, что нету вариантов, что значит поговорить. То есть ты пытаешься через разговор, через какой-то поступок у человека вызвать другие эмоции, чтобы он с чем-то был согласен. А там нету согласия внутреннего ни в каком случае. Это безответно. То есть выбраться из какого-то конфликта эмоциями этого человека, договоренностями с этим человеком невозможно априори. Я это сильно ярко почувствовала, у меня было много там на тот момент примеров из жизни, там, из истории, из литературы. Прошли часы, я уже часть этого подзабыла, но осталась под впечатлением, сейчас целый день вот это вспоминаю и думаю. И еще, то есть получается, что ты, чтобы вот это, как это сказать, то есть при отключении каких-то функций в голове, мир ощущается очень таким, как бы это сказать, я не могу это описать. Вот когда во сне очень обалденно, это классно. Но при этом в нем есть везде какая-то угроза, недоверие. Ты смотришь на всех с недоверием. И после вот рисуется вот такая картина отношения к людям, особенно вот к таким людям, которые сильно тебе не соответствуют. И для того, кто обладает таким мироощущением, нету варианта, где будет равновесное состояние. Там что-то не так всегда. И я вернулась в прежнее состояние. Жить на колючках ко всем и вся мне лично просто некомфортно. Я вернулась, но за этот комфорт ты платишь чем вот какими-то изменениями в мироощущении, что уже того чувства от мира прежнего уже его нету. Такого, как бы это описать, я не знаю, с чем это сравнить даже. Другой мир, короче. Таковы были мои сказки на сегодня. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.